Здравствуйте, дорогие дети и их родители. Приветствую вас вместе с братьями Стерлинг. Мы в прошлый раз закончили на том, что к Иосифу пришли братья. Его не узнали. Пришли за зерном, увидели вельможу, которым трудно было узнать спустя 14 лет, как минимум 14 лет. Это был второй год голода большого. Да, был второй год голода, все страны окрестные приходили в Египет за зерном, и все эти толпы шли на поклон к Иосифу. И вот Иосиф увидел их, узнал их, они его нет, и он говорит: а вы не шпионы часом? Они говорят: нет, какие шпионы, мы за зерном, а по-моему шпионы, ну-ка расскажите мне подробнее о вас. И вот так вот он с ними туда-сюда, и они ему сказали про то, что у них есть младший брат. Он остановился на этом моменте, говорит: а это что, родной брат был Вениамин по матери от Рахили, любимый его брат. И он не участвовал в его продаже, всяко. И он говорит: давайте-ка, мне кажется, вы все-таки шпионы. И посадил их на 3 дня в тюрьму. Через 3 дня из тюрьмы их опять к нему привели. Он говорит: слушайте, для того, чтобы я уверился в том, что вы говорите правду, вам нужно сейчас пойти и забрать младшего брата, привести его ко мне, чтобы я увидел, что ваша не легенда, а правдивая информация. А для надежности я оставлю у себя в заложников одного из вас. И Симеона он приказал посадить в тюрьму. А братьев отправил, загрузил их зерном, они купили зерна, все там полные запасы набрали. И он им приказал своим слугам, у него, видимо, что-то типа спецслужбы своей было, подкинуть обратно серебро, которое они заплатили. То есть все серебро, которое они заплатили, им вернули обратно в мешок, прямо засунули из-под зерна. И они уехали, на дороге остановились что-то и обнаружили это серебро. И ужаснулись, что ж такое, нам серебро кто-то обратно наше подсунул. Но возвращаться уже не стали, да пошли к отцу. Рассказали ему о том, что нужно, требует правитель Египта, требует Вениамина в подтверждение их слов, оставил в заложниках Симеона. Отец говорит: да что ж такое, одного сына у меня звери сожрали, а второго требуют куда-то к слуге фараона вести, к вельможе. Третьего сына в заложниках оставили, в тюрьме посадили. Я так всех сыновей растеряю. И говорит: Вениамина не отдам. И отказался отпускать с ним Вениамина. Они его уговаривали, он отказался, и все, наотрез. После этого прошло время, они съели все это зерно, голод, деваться некуда, они опять к отцу. Он говорит: ну езжайте за зерном опять. Они говорят: без Вениамина не поедем, нас там поубивают всех. Получается, все это время сидел их не врата? Да, там несколько месяцев. Симеон все время сидел это там. Это трудно сказать, сколько времени было, но несколько месяцев всяко. И в конце концов Иаков уступил уговорам братьев, и поехали они в Египет. Предъявили Иосифу, опять его не узнали, он продолжал хранить интригу. И привезли серебро, которое... И привезли серебро. Говорят: вот серебро, во-первых, которым у нас почему-то обратно оказалось, мы его обратно себе не клали, мы не знаем, кто это положил. Иосиф увидел Вениамина, прослезился, как бы отвернулся незаметно. Загрузили им зерна. После того, как он их принял, хорошо с ними пообщался, распрощался, все в порядке, отдал им Симеона, Вениамина, все, и езжайте типа обратно. И поехали они в прекрасном настроении, нагруженные зерном, купленным обратно. И вдруг догоняют их слуги. Уже далеко уехали. Слуги фараона. И говорят: вы у нашего господина, который принимал вас как родных, украли чашу серебряную. Говорят: да вы что? Да пусть умрет тот, кто украл эту чашу. И начинается обыск, и находят эту чашу у Вениамина. Ну, так подсунули ему спецслужбы. Рувим, понятно, в каком состоянии. Все братья тоже в шоке, потому что это конец, Вениамину конец. И они все вместе Вениамина забирают, они вслед за ним тоже едут все к Иосифу, падают ему в ноги, там говорят, что такого быть не может. Рувим говорит: оставь меня вместо Вениамина. Они говорят, их главным аргументом было: мы вам серебро, которое мы нашли, вернули. Как мы могли чашу у вас украсть? Да.
Вот, и тогда Иосиф им открылся. Не тогда. когда? Братья начали совещаться, когда Иосиф был неумолим, делал вид такой, и братья начали совещаться и говорить, это нам за то, что мы когда-то Иосифа продали. В рабство возвращает она. Да, они говорили на еврейском, думали, что он не понимает, а он все понимал. И Иосиф это услышал, и он прослезился, и говорит, это я, Иосиф. И говорит им, не бойтесь, я вас... Они испугались, что это Иосиф. Думаю, Они еще больше испугались, я думаю, да. думаю, Потому что в рабство продали человека. думали, что он будет мстить. Он говорит, не бойтесь, это не вы так сделали, это с Божьего благословения все было, я на вас зла не лежу, это Господь так все управил, и я как раз заранее появился здесь в Египте и подготовил вам путь перед предстоящим голодом, который сейчас начался. Вот обратите внимание, какое великодушие Иосифова. Его в рабство продали, убить хотели. А у него никакого зла на них не было. Это просто вообще прекрасно. Прекрасно. Такой пример для подражания великий. Для всех тех, кому Господь дарует власть и силы над другими людьми. Вот такое великодушие должно быть, как у Иосифа. Не мелочная месть, а прощение грехов людей, которые согрешили по ним. Каким-то там дьявол искусил, они согрешили. Надо искать в этом и понимать промысел Божий и не злиться. Вот Иосиф не злился. И, в общем, закончилось все прекрасно. Он говорит, давайте отца сюда, езжайте, забирайте отца, забирайте барахло, еще 5 лет будет голода. Поэтому все, давайте все сюда. Всех обеспечу, не беспокойтесь. Фараону доложил Иосиф о том, что братья его появились. Фараон, говорит, спросил разрешение у фараона, чтобы все переехали. Фараон говорит, да, давай переезжайте, землю дам, все обустрою, все будет прекрасно. И поехали братья за Иаковом. Иакова ожидала величайшая радость узнать о том, что жив его любимый сын. Непостижимо вообще. Как Господь притворяет горе в радость. Иосиф дал братьям в дорогу много богатства, много дополнительных тележек с зерном. И когда и братья вернулись к Иакову, Иаков им не поверил сначала, но потом, когда увидел то богатство, которое они привезли с Египта, которое никак не было похоже на ту сумму, которая, видать, была выделена Иаковом для покупки зерна, и тогда он поверил. Да, потому что это тоже мудро очень со стороны Иосифа. Какой мудрый человек был, как Господь дарует мудрость. Если бы он не дал такое богатство, которое неоткуда просто было взяться, это был мощнейший аргумент, что братья не обманывают его. Потому что какое было бы доверие Иакову братьям? Они же тогда сказали бы, мы тебя обманули в прошлый раз, что Иосифа сожрали звери, теперь мы говорим, что он живой. Уж что звери сожрали, это было, в общем, правдоподобно. Но то, что Иосиф правит Египтом, это было неправдоподобно. Это поверить было почти невозможно. И только какие-то сногсшибательные дары мега-египетского богатства, которые привезли с собой братья, убедили Иакова в том, что они говорят правду. Без этого просто он бы не поверил. Потому что это непостижимо. Ну вот правда в жизни, она непостижимее всяких вымыслов. Вымыслы всегда ерунда по сравнению с правдой. Вот и отправился Иаков вместе с сыновьями в Египет, всего 75 душ. То есть значительную часть челяди, судя по всему, оставили на своих хозяйствах в ханаанской земле. Там же, наверное, еще как... Отправились только братья, их семьи уже, дети и, видать, какое-то небольшое количество самых близких слуг. Да. И вот в этом таком очень компактном составе 75 человек отправились в Египет. И была встреча с Иосифом трогательной. Иосиф представил фараону. Иосиф выехал навстречу, встретил. Да. Первое лицо государства, не считая фараона, выехало навстречу этим 75 человекам. Он показал сразу всей стране, насколько это важные люди. То есть сразу поднял их авторитет в глазах всех египтян. А это что? Это дает безопасность. И все прочее. С большим почтением и уважением отнесся к Иакову и принял благословение от Иакова.
что свидетельствует в очередной раз об уме фараона, хоть и язычника. И, кстати, здесь вот, я думаю, стоит акцентировать внимание на том, как привыкли люди воспринимать, исходя из всяких картинок, фильмов и прочего, и Древний Египет. Как полуголые люди, все там раскрашенные, лысые, бритые и так далее. На самом деле были, исходя из истории Библии, очень приличные, и даже вот у нас в примере фараона мудрые люди. Да. Хоть и были язычниками. Хоть и хамиты, да. Вот. И фараон спросил у Иакова, сколько тебе лет, старец? Он говорит, 130. Но это еще как бы не возраст для моих отцов. Мои отцы и деды жили больше. И Иаков прожил еще 17 лет в Египте до своей смерти. И благословил перед смертью всех своих сыновей по очереди. Это подробно описывается в Библии, его благословение, как он благословляет Иосифа, Рувима и так далее. Они поселились в земле Гесемель. Им выделил фараон для того, чтобы они пасли там своих овец, свою скотину. И они очень хорошо жили и не тужили. То есть Господь через Иосифа обеспечивал их всем необходимым. И тут вот еще был нюанс, что Иосиф проинструктировал братьев, как вести беседу с фараоном, потому что еще до того, как братья вернулись в Египет уже с отцом, Иосиф сказал, вы приезжайте сейчас с отцом, я вас поселю в землю Гесему, еще не согласовывая с фараоном. И потом, когда вся семья приехала, он проинструктировал братьев, разговаривать с фараоном так, что фараон сам принял решение и сказал, что поселите в землю Гесему, в ту землю, в которую Иосиф, собственно, и хотел. Ну, как и сейчас тоже опытные вельможи правильно докладывают высшему начальству о том, что и начальству саму приходит в голову, как надо что ответить. Это самый высокий пилотаж такого придворного искусства. Так, признак ума большого. И стали они пастухами египетскими. Да. Когда Иосиф умирал, он поименно, как я сказал, благословил, как написано, Иаков умирал. Когда Иаков умирал, он поименно, благодарю, Пантелеймон, поименно благословил всех сыновей отдельными благословениями, пророческими благословениями. Прожил еще в Египте Иаков 17 лет до своей смерти. Он завещал своим сыновьям перед смертью похоронить его в ханаанской земле, в Хевроне, в пещере которой была уже похоронена Сара, Авраам, Исаак. И это не просто какая-то традиция, это же очень важно. То есть он показывал, что сыновьям показывал и, конечно, исповедовал перед Богом, что он, безусловно, верит Божьему обетованию, что это та земля, которая обетована его народу Богом, та земля ханаанская, тот будущий Израиль. И поэтому хороните там, хороните там, хороните там, там наше Отечество, там наше Отечество, там наше Отечество. И вот за счет вот этих завещаний и Иакова, и в последующем каждого из его детей, которые завещали похоронить себя в Хевроне, евреи в течение 430 лет, которые провели в Египте, они помнили о том, что их Отечество – это Израиль, земля ханаанская, которая обетована им самим Богом. И, собственно, что еще важно сказать, что в благословении своих детей Иаков уже пророчествует о пришествии Христа, Бога из колена Иудова. И даже когда благословляет Иосифа, говорит, что слушайся, потомки твои, Манассии, Ефрем и их потомки будут слушаться Иуду и Левгия, потому что от них произойдет Христос Бог. И в благословении Иуды об этом сказано. И почти во всех благословениях своих детям он акцентирует Иаков на том, что главное колено – это Левгия, священство Иуды, царство, и именно от Иуды произойдет Мессия. Я вот, кстати говоря, еще обратил внимание, и предлагаю вам перепроверить это по тексту. Пока я был в разных еретических конфессиях, и нам рассказывали там о пришествии Машиаха, там, Антихриста и так далее, ну, Антихрист равно Машиах в этом смысле, то там все он произойдет из колена Данова.
Я вот особенно обратил внимание на благословение Иакова в адрес Дана и на завещание Дана, когда он умирал своим потомкам в Египте. Я вообще ничего не уловил такого, что от Дана что-то произойдет плохое. Ничего нет. Ничего не увидел. Этого в пророчествах нет. Что замечательно, когда Иаков благословлял Иосифа перед смертью, своего любимого сына, и Иосиф привел с собой двух своих детей, Ефрема и Манассею. Они, кстати говоря, ошибочно указаны здесь как маленькие детки. Маленькие детки. На иллюстрациях. На иллюстрациях. Это очередная вот яркая ошибка иллюстраций. Обратите внимание, что иллюстрациям надо так внимательно смотреть на них. Им уже было всякое, они уже прожили 17 лет с тех пор, как Иаков пришел, и родились они в первые 7 лет, сытых лет, когда собирались урожаи в житнице. Это указано в Библии. То есть им было, ну, так прилично, там, около 20 лет всяко. И они никакие не маленькие дети были, а взрослые юноши. И когда их подвел к Иакову, Иосиф подвел их к Иакову и говорит: благослови детей моих. Иаков возложил руку сначала на голову младшего, Ефрема. И Иосиф попытался его поправить, говорит: вот старший не Ефрем, Манассея. Ты, мол, типа плохо видишь, там перепутал. Он говорит: нет, этот будет главнее. Этот будет главнее. И пророчествовал тоже и Манассии, и Ефрему, каждому по-своему. Почему главнее, почему сохранилось колено 12, а хотя двоих благословил? Колено сохранилось 12, потому, несмотря на то, что благословил в общей сложности, получается 13 человек, потому что Левгий не имел части территории потомства Левгия в Израиле по закону Моисееву. Левгий получал дань, как левиты, которые занимались храмом, получали дань в своих городах ото всех колен. И они не имели своей территории. Они имели в отдельных местах свои города, свои места жительства, где они обитали, как колено Левгиина. И поэтому 12 колен Израиля, 12 территорий в Израиле, вот эти 12 колен, все равно осталось 12. Возместил один из детей. Да, колено Левгиина возместило от один из детей Иосифа, да. Еще, кстати, хочу напомнить, когда братья вернулись из Египта и сказали, когда Иосиф открылся и сказал, что это Иосиф, и пригласил отца и братьев в землю египетскую, Господь Иакову сказал: иди туда, и сын твой Иосиф положит на смертном одре, положит руки свои на очи твои. И так произошло. Да, все так и произошло. Все, как Бог говорит, все так и происходит. Потом прошло время, еще важный момент, когда Иаков умер, его не просто понесли и захоронили в Хевроне из Египта, а по разрешению фараона, который получил Иосиф, это была огромная процессия. Все пошли представители 12 колен, огромный караван, большое войско. Сам Иосиф пошел. И это было вообще огромное событие в ханаанской земле, когда туда пришло столько людей с властью, с силой, с оружием, с золотом. И мирно и спокойно захоронили там Иакова. И, конечно, и об этом знали все окрестные страны. И к этому гробу уже было соответствующее отношение. Уже было понятно, что нужно очень вообще внимательно относиться к тому, по поводу чего такие вообще войска, вельможи и караваны приходят огромные. Иосиф был захоронен, когда он умер в Египте. Но потом, когда Моисей уже выводил народ израильский из Египта, когда был исход, и Иосифа вынесли в Хеврон. Он завещал это. А все остальные братья, они сразу были захоронены, умерли в Египте, и их сразу относили, захоранивали в Хевроне, их колено, уже без особого там, без особой помпы, но уносили сразу и захоранивали. То есть каждое колено занималось своим патриархом.
При всех, каждый из них, я уже об этом говорил на прошлом занятии, каждый из них, из братьев 12 сыновей Иакова, из 11 вернее, все очень каялись, когда умирали за то, что так получилось с Иосифом. Кроме Заулона и Вениамина. Вениамин вообще был не в теме, а Заулон отговаривал братьев. И Заулон говорил в завещании своим детям, говорит, вот я был против всего этого дела, чтобы не убивали Иосифа, и Господь не наказывал вас через меня. И все вы были здоровы и живы, и все дети у меня выросли. А у всех остальных братьев, кто участвовал в преступлении перед Иосифом, у всех умирали сыновья. Не все сыновья? Не все сыновья, да, но умирали. Ну, по крайней мере, видимо, до покаяния, до того, как они спросили прощения у Иосифа. И абсолютно все братья на смертном одре говорили очень важные вещи. Это все очень важно перечитать каждому человеку самому, потому что так словами это все не передашь. Очень важное наставление каждый своим детям давал, которое очень полезно и сейчас. И почти все пророчествовали о пришествии, были пророками, пророчества о пришествии Иисуса Христа. И Иосиф умер первым из братьев, и он прям имя назвал, что Иисус Христос воплотится. Вот эта вот часть, значительная часть Библии, ну тут много страниц, ее вообще нету в масоретской редакции, ее просто выкинул раввин Акива. Поэтому я вам очень советую, прочитайте завещание всех братьев, предсмертное завещание своим потомкам, все пророчества их и пророчество Иакова по отношению к каждому из братьев. Вот книга Иова в настоящей Библии, в Септуагинте, она очень короткая. А в ненастоящей Библии, которая сейчас продается, в поддельной, туда столько всего понаставлено, там всего много-много-много. Огромные вообще тексты, там причитаний всяких. А здесь короткая очень. А вот что касается смерти братьев, наоборот, полностью выкинуто из поддельной Библии, а здесь очень подробно. Вот настоящая Библия очень сильно отличается от ненастоящей, очень сильно. Там не думайте, что это просто какие-то незначительные отличия. Это две разные книги, смысл у которых с точностью наоборот. Настоящая Библия говорит о том, что Иисус Христос есть Мессия, настоящий Бог, и все по годам совпадает, по пророчествам, по всему. А поддельная Библия всячески хитрыми способами выкидывает одно, вставляет другое, для того, чтобы типа умные люди поймут, что Иисус Христос не Мессия. И вот в этом была дьявольская задумка раввина Акивы. И мы об этом будем более подробно говорить, когда придем к периоду, когда подделывалась Библия после разрушения Иерусалима Титом, сыном Веспасиана. Когда, собственно, и появился иудаизм, вот эта ересь иудаизма. Очень молодая ересь, на самом деле. Обычно представляете себе, что иудаизм – это что-то древнее и так далее. Иудаизм появился в первом веке нашей эры, как ответ на христианство. То есть попытка там нагадить, не более того. И все братья умерли святыми. Все они и на иллюстрациях нарисованы с нимбами, были прославлены церковью. И здесь надо отметить, что несмотря на все их огромные грехи и страшные грехи, которые они совершали в течение жизни, все равно они сумели, нашли все силы, побороли дьявола, попросили прощения у Господа, исправили и умерли святыми. И это много раз встречаются такие события, когда, вот, например, Иов был самым праведным, как Господь сам назвал, самым праведным человеком на земле. И он жил в одно время с Иаковом. Ну, именно Иаков был Израилем, и от него, по его линии, пошел вот этот большой святой народ. До тех пор, пока они не расстались. Из которого вышел Мессия. Да. И здесь, то есть, не тот человек, который очень правильной жизнью живет, может наследовать рай, а тот человек, который даже не очень правильно живет, много искушений, падает, согрешает, а тот, который сумел покаяться, то есть побороть дьявола. И это, безусловно, намного сильнее, как, собственно, мы видим, исходя из
и события, истории, описанные в Библии. Да, и многие люди, да и не буду скрывать, и я когда-то, когда был полуязычником, называвшим себя христианином, говорили, да что это, такой Ветхий Завет, такие там кровавые события, там сына там Авраам убивает, с наложницами отца сыновья спят, брата в рабство продают, да как, что это такое вообще, да это жизнь, это грехи. И после этого описано покаяние. И нет такого греха, который не прощает Бог. Вот это жизнь. Не меньшие грехи, я вам скажу, и в Новом Завете. И как Бог был тогда тот же самый, и сейчас тот же самый Бог, и никакого другого Бога нет. И это все одна жизнь, один Бог, одна Библия, одно учение. И велики подвиги, и велики грехи, и велико покаяние. И на этих примерах надо учиться. И обратите внимание, когда о самых великих праведниках Библия, не смущаясь, описывает их самые страшные, самые презренные согрешения. И все равно люди спасаются. А кто-то гибнет. И это тоже очень поучительно. И мы незаметно подошли к важнейшему этапу истории, к исходу евреев из Египта. Обратите внимание, как подробно некоторые события описывались, сколько времени это занимает, и даже устный рассказ, и еще больше в Библии. А тут раз, 400 лет, одной строчкой, 400 лет прошло. Нечего описывать, потому что это не важно, потому что они просто работали. Это просто рабство в Египте было. Видимо, старались сохранять веру, старшее поколение наставляло младших, как могли. Но пример египетский был очень плохой, потому что идолослужение кругом было, общались с египтянами. Когда с язычниками общаемся, добра не жди. И прошло 300 с лишним лет, если уж говорить со смерти патриархов. 300 с лишним лет. Это 430 лет прошло с тех пор, как с Иаковом они приехали. Это прошло 430 лет до исхода. А после и они жили по 125, кто больше, кто по 145 лет. То есть это больше 300 лет прошло к моменту выхода из Египта. И про эти 300 лет нет ничего. Где-то не заслуживает особого внимания. Как бы мне бы сейчас, если представить, что нужно описывать историю рабства, причем еретического рабства русского народа там, за последние 400 лет, когда ими правят немцы, они там просто, я не знаю, вкалывают и во всяких войнах участвуют, дурацких, в которых даже не понимают вообще, что там происходит. Их жизни свои отдают. И вот эти 400 лет можно было бы вообще такое прочерком поставить, потому что не заслуживают внимания. Только грязь, только заблуждение, только обман, только, вообще ничего. Уж даже если у евреев, которые еще жили тогда приличной жизнью, по сравнению с тем, как жили последние поколения моих соотечественников, с абортами, с трансплантологией, с расчленением людей на органы, с растлением детей в школах, со всякими ужасами вообще, которые даже описывать омерзительно. Потому что евреи тогда всяко не так жили. На этом рассуждении мы заканчиваем это занятие, и на следующем мы начнем уже с исхода евреев из Египта, с Моисея, с истории Моисея, с захватывающей истории, с историей величайшего политического деятеля, если можно так сказать, всех времен и народов, именно политического человека, пророка, святого Моисея. Всего доброго.